Are you tired? Вы устал? You look exhausted. Ты устал? Ты просто выглядишь изможденный. Am I killing you? Я что, убиваю тебя? Please excuse me. Извини меня. But later on you'll appreciate it. Но потом ты оценишь это. When you see the benefit you'll get. Когда ты увидишь то благо, которое ты Then you'll look получаешь. back and say, thank God I went through that. Ты скажешь тогда: спасибо тебе, Господи, что я прошел через это. And most people don't want to go through it. И большинство людей не хотят проходить через это. They just want to skillfully avoid it. Они хотят искусно избежать But этого. how will we advance? Но как мы будем How will продвигаться? we get purified? Каким образом мы очистимся? How will we become pure devotees? Как мы станем чистыми How will we get преданными? free from all of these material desires and separate interests? Как мы избавимся от тех материальных желаний, не связанных с Кришной And желаниями? how will we develop love for Krishna? И как мы разовьем любовь к Кришне? So if we're not thinking like that, then why are we even here? И если мы не думаем таким образом, то какой смысл нам находиться What тогда are we здесь? doing? Чем мы занимаемся? We have to be conscious. Мы должны находиться в And this сознании. is the process. И вот в этом процесс. And we have to, consciously accept it and understand it. И мы должны осознанно понимать это и принимать. And participate with it. И участвовать в этом. It's two-sided. It takes two sides. Это двустороннее, это две стороны. Right? So spiritual master is called sadhu. Sadhu means to cut. He has a knife. He's cutting you. Духовный учитель известен как саду. Саду это означает резать. У него есть нож. Right? So if you go to the doctor and you have to get some surgery, right? You have to get up on the table and you have to allow the operation to happen, right? Если ты приходишь к доктору, то это означает должен прийти, лечь на стол и позволить этой операции произойти. You can't be like running down the hall and he's chasing you like with a knife. I gotta give surgery to you. Это не то, что ты убегаешь от доктора по коридору, он за тобой со скальпелем бегает. Подожди, я тебя еще не прооперировал. We gotta realize we have a serious heart disease. Мы должны осознавать, что у нас очень серьезная болезнь сердца. And that heart disease, Srila Gauranga Maharaj said, what is that heart disease? The heart disease is lust. И Шрила Горгана Свами Махарадж спрашивал: и что же это за болезнь сердца? Это болезнь сердца, это вожделение. This is the heart disease. Это болезнь And сердца. everyone in the material world has it. И каждый в материальном мире имеет это. From Lord Brahma all the way down. То есть, начиная с Господа Брамы и заканчивая Everyone всеми has this остальными. heart disease. У всех есть эта болезнь сердца. So how is it going to come out? Каким образом это выйдет? How are these strong desires going to be purified from our heart? Каким образом эти сильные желания из сердца будут вычищены? We need some surgery. Нам необходима операция. And so we submissive hearing means we're actually allowing the sharp words which are like a knife to do its cleansing work. И смиренное слушание означает, что мы позволяем, что этот нож осуществляет эту работу очищения. If you hear submissively, you'll feel it. И если ты будешь смиренно слушать, ты будешь чувствовать это. You'll feel that surgery. Ты будешь чувствовать эту операцию. And this is what it means to go to sadhu. Это то, что означает обратиться к саду. Because he'll destroy all that which is killing us. Потому что он разрушит все то, что убивает нас. You see, that's Guru. Вот это гуру. Now, I said Balaram, Nityananda Ram, he's doing that surgery. И я говорил уже, Баларама, Нитянанда Рама, они проводят эту операцию. Because without the heart and consciousness being purified, there's no question of developing love for Krishna. Потому что до тех пор, пока сердце не очистилось, нет и речи о том, чтобы быть с Кришной. This is the process to get Krishna prema. Вот это процесс, как мы обретаем Кришна And прему. most people don't want that kind of a guru. И большинство людей не хотят такого гуру. They want someone who will just be nice and pat you on the head and just flatter you. Им нужен тот, кто будет просто хорошеньким таким, который будет гладить по головочке. But that is not guru. Но это не гуру. Guru speaks strong words. He does surgery on your heart. Гуру произносит сильные слова, и он проводит операцию на сердце. And purifies our hearts. И он очищает наши сердца. That's the real work of Guru. Вот это истинная деятельность гуру. Otherwise, how can we go to Srimati Radharani? Иначе как мы можем отправиться к Шримати Радарани? We have no right to go there. We're completely filthy. У нас нет права идти туда, мы полностью осквернены. First, we have to get cleansed. We have to be purified. Сначала мы должны очиститься.
then we can serve Radha and Krishna very nicely. Тогда мы сможем служить Раде и Кришне очень So хорошо. this is the preliminary work. Итак, это предварительная деятельность. And most people are not serious to do this work. И большинство личностей недостаточно серьезны, чтобы сделать то, что надо. People just say, well, Prabhupada said just chant, dance, and take a lot of prasad, and you're going to go back to Godhead. И Шрила Прабхупада, многие говорят, а Шрила Прабхупада сказал, просто танцуй, пой, кушай много Кришна-прасады и возвращайся домой обратно к Богу. Well, Prabhupada is very clever. He's encouraging everyone, isn't it? Шрила Прабхупада очень хитрый, он воодушевляет всех и каждого. If you knew you had to go through, heart surgery and a cleansing process of purification, how many would have joined? Если бы вы знали, что вам необходимо будет пройти через операцию на открытом сердце и через процесс очищения от всех этих вещей, как много бы из вас захотело проходить через это? Oh, great, let's go get some heavy purification and cleansing Здорово, process. пойдемте через серьезное очищение пройдем. Let's go burn in a frying pan. Oh, great. Пойдемте поджаримся немного на сковородке. Sign me right up, Пожалуйста, запишите меня первым. So Prabhupada said, no, just come and chant and dance, take prasad, go back to God. Прабхупада сказал, да нет, что вы просто воспеваете, танцуете, поете, кушайте много прасада и возвращайтесь домой обратно к Богу. So Prabhupada said, I tricked you. Шрила Прабхупада сказал, я перехитрил вас. He tricked us. Он перехитрил всех. Now we know too much. А сейчас мы знаем уже слишком много. Now you can't go back, right, Demon? He's like, oh man, I know too much now. Сейчас мы уже не можем вернуться, потому что знаем слишком много. Правда, видимо? О, да, ну. I want to enjoy like anything, but I know I'm gonna suffer like anything. Я хочу наслаждаться в этом материальном мире, но я знаю, что я буду страдать. Man, ignorance is bliss, Брат, невежество, блаженство. So we got tricked. Now what to do? Нас перехитрили, теперь что же делать? Now we're gonna keep going forward. Теперь нужно двигаться вперед. We're gonna go through that process. Мы должны пройти через этот процесс. And we should realize it can be quick. If we actually participate nicely and take it seriously, it can be very quick. И мы должны осознать, что и этот процесс может быть очень быстрым, если мы будем принимать в нем участие. Maharaj said like that, and that's a fact. Махарадж сказал так, и это факт. If you really take it serious, go through the process, understand, quickly you become purified, then you get on the other side of that, then you'll be free. Если ты понимаешь этот процесс и будешь проходить через него должным образом, то ты тогда очень быстро перейдешь на другую сторону и в конце будешь полностью свободным от этого. There's one saying, no pain, no gain. Есть такая пословица, без труда не вытянешь рыбку из пруда. The material world is so much pain. We're already suffering like В anything. материальном мире так много боли, мы уже страдаем как никогда. So why not, go through a little bit more pain, but come out with some positive result? И почему же тогда не пройти через какую-то боль, на другой стороне которой у нас будет положительный результат? We're going to suffer either way. Мы будем страдать в любом случае. I'm sorry, I wasn't supposed to say that. Простите, я не должен был на это говорить. It's not suffering, it's all bliss, just bliss. Это не страдание, это просто блаженство. Ecstasy. But mode of goodness means first there's some austerity, there's purification, and it's not easy. Однако гуна благости это означает сначала есть аскеза, очищение, и это совсем нелегко. And on the other side of that is unlimited bliss, then you get free. Однако с другой стороны безграничное блаженство, и вы становитесь свободными. Mode of passion means that in the beginning there's a little bit of sense pleasure. Однако гуна страсти значит вначале есть небольшое наслаждение. But then unlimited misery. Но после этого безграничные страдания. Right? You think a little bit of pleasure you had, okay, what price you had to pay for that pleasure? Вы просто подумайте, какое-то маленькое наслаждение, которое у вас было, какую цену вы после этого платите. Right? And tamoguna is mode of ignorance means suffering in the beginning, the middle, and the end. А гуна невежества означает страдание в начале, страдание в середине и страдание в конце. It's a total suffering condition. Это полные страдания. Right? Suffering more or less, but all suffering.
страдает в большей или меньшей степени. So we've got to get free from this tamagun, rajagun. Мы должны освободиться от этой тамагуны и раджагуны. These lower qualities are binding us in this material concept, and this is why we're suffering. Эти низшие качества приковывают нас к этим концепциям, именно по этой причине мы We страдаем. must come to the mode of goodness. Мы должны прийти к гуне благости. And Prabhupada's program of hearing and chanting about Krishna, this is a program of mode of goodness. И программа Шрила Прабхупады слушания и повторения — это программа гуны благости. You see, now every day you're hearing and chanting, morning and night, 2-3 hours, sometimes 4 hours, right? И сейчас вы слушаете и утром, и вечером по 2, по 3 часа, иногда даже 4 часа, правда ведь? This is an intense program, Это isn't it? интенсивная программа, согласитесь. You guys were coming to the Black Sea for a vacation, right? Ребятки, да вы же приехали так слегка отдохнуть, оттянуться на черном берегу Черного моря. Just coming to cherries and strawberries, you know? Просто-напросто приезжайте, тут у нас черешни, клубничка. Now you're like, well, how do we get out of here, Galina? А сейчас мы думаем, да, Галина, как отсюда выбраться? There's got to be some way out of here. You know? Должен быть какой-то выход. You know? It's like, okay, what's the date today? Ладно, какой сегодня число у нас? How many more days are we here? Сколько еще дней мы будем здесь? Are we gonna survive this or what? Мы выживем вообще или что? We're gonna die. How many people are gonna die in this experiment? You Мы know? помрем просто в этом эксперименте. This is some kind of, you know, some strange experiment going on here. Понимаете ли, тут такой очень странный эксперимент происходит. Don't, I'm just joking with you. Я просто шучу. Everyone's like, really? There's a strange experiment going on here? Странный эксперимент здесь происходит, правда? This is the fire of Krishna consciousness. Это огонь сознания Кришны. And because we don't have a lot of time, we're just going to do it really quickly. И поскольку у нас нету много времени, мы будем очень интенсивно вовлекаться в это. So just hang in there, you know? Поэтому просто зависайте, брат. And you'll get lifetimes and lifetimes of benefit just out of a couple of few weeks. И вы получать будете невероятное благо, которое вы не приобретали за многие жизни, буквально в очень короткий промежуток времени. And you'll see it. Even though it's difficult and it's purifying, you'll see the benefit you get from this. Даже несмотря на то, что это трудно и сложно, вы увидите благо, которое вы получаете. Your whole life, your whole consciousness, everything will change. Вся ваша жизнь, вся ваше сознание изменится. And you'll really nicely develop in your spiritual И вы life. будете должным образом развиваться в своей духовной This is жизни. what we're trying to give. Это то, что мы пытаемся дать. So understand what's happening. Итак, поймите, что As происходит. long as we understand what's happening, then it makes sense, then we can get through it. До тех пор, пока мы понимаем, что происходит, тогда это все понятно, тогда мы можем пройти через это. So this is process of Krishna consciousness. The fire of Krishna consciousness. All this contamination is being burned off. Итак, это процесс сознания Кришны, вся скверна сжигается. All the karma pala, all the sinful reactions, everything's being burnt in the fire of hearing and chanting about Вся Krishna. эта карма пала, это плоды кармические сжигаются в сознании Кришны в процессе слушания This и повторения. intense fire is just being burnt off. И это очень интенсивный процесс, в котором все это сжигается. And this is how to become liberated. Это то, каким образом мы How to освобождаемся, become pure. каким образом мы становимся чистыми. So hang in there, Поэтому держитесь, surrender to it, take it seriously. предавайтесь этому и And know серьезно принимайте it's это. temporary program, И поймите, что это временное явление, but intense program. но интенсивное. We don't deny it, Мы не отрицаем этого, but you'll get good results from it. но вы получите хорошие результаты после этого. And then all this pride and arrogance, all this thing will completely destroy. И вся эта гордость, все это высокомерие будут полностью разрушены.
And all of our fear, all of our anxiety, all these things will leave you. И все наши страхи, все наши беспокойства полностью покинут нас. Then your mind will be peaceful, your senses will be peaceful. И тогда ум будет умиротворенным, чувства будут спокойными. And then you will be happy. И вы будете счастливы. That's what Krishna is trying to give us. Вот это то, что Кришна пытается дать нам. All right? Хорошо? Yeah. Aparam, we're going to give him a chance. Мы должны дать шанс от Murali. What is he saying? Скажите, пожалуйста, если ученик, у него есть желание, чтобы его учитывали, откуда должна идти инициатива? Или он должен попросить сам, или духовный учитель, он берет инициативу свою? If the disciple wants to be chastised, where this initiative comes from the side of the disciple, or the spiritual master take the initiative in his own hands? Sometimes it happens like that. Spiritual master just showers his mercy on us. Иногда это именно так и происходит. Духовный учитель просто проливает на нас свою милость. We're trying to hide and think and pose like, we're doing really well. We're really surrendered. Мы иногда начинаем пытаться скрываться или позировать. Вы знаете, у меня все хорошо, все замечательно. Right? And we sit there like with some fake smile on our face, like I'm blissful in spiritual life. Иногда мы сидим с такой пластмассовой улыбкой и говорим: я блаженный в духовной жизни. But we cannot fool Krishna. We cannot fool the spiritual master. Однако мы не можем одурачить Кришну, мы не можем одурачить духовного учителя. Because he knows our consciousness. Потому что он знает наше He сознание. can understand our consciousness perfectly well. Он может в совершенстве понимать наше сознание. And what is our И mentality? каково наше умонастроение. Krishna gives that intelligence. Кришна дает этот разум. So sometimes you see the disciple he's completely ignorant. He doesn't realize what he's doing, where he's at. И вы посмотрите, иногда ученик, он полностью в невежестве, он не понимает, что он делает, где он находится. And sometimes the spiritual master, out of his causeless mercy, he'll just chastise us. И иногда духовный учитель по своей беспричинной милости начинает отчитывать нас. Hey, what are you doing? Huh? Ты чем занимаешься? Why are you being nonsense? Почему ты такой негодяй? Right? Stop cheating. Перестань Stop обманывать. posing. Перестань He speaks притворяться. strong, sharp words to Он us. произносит нам острые, жесткие слова. Get shock. И мы получаем этот шок. Then we come to our senses. И тогда мы приходим в свои чувства. We realize, wow, I was thinking I was doing pretty good. I was totally out of touch with И reality. мы осознаем: я думал, что у меня все было в порядке, однако я в полном отсутствии, не в соприкосновении с реальностью. So the spiritual master also sees how nicely we take it. И духовный учитель также смотрит, насколько хорошо мы принимаем это отчитывание. Because how nicely we take it means we understand the process and we're serious about getting purified. Потому что насколько хорошо мы это принимаем, указывает на наше понимание того процесса, который мы нуждаемся, и насколько мы серьезны в том, чтобы следовать. If we don't nicely take it, that means we're not really serious for purification. Если мы не принимаем это должным образом, это означает, что мы просто не серьезны в процессе We're not очищения. serious for rectification. Мы не серьезны для того, чтобы We're not исправиться. allowing ourselves to be changed Мы не and disciplined. позволяем себе измениться и быть по So дисциплине. spiritual master, he also tests us. И духовный учитель также проверяет нас. How much this person is obedient. Насколько эта личность послушна. How much this person is willing to change and be rectified. Насколько эта личность хочет измениться, исправиться. How nicely he takes that discipline. И насколько хорошо она принимает эту Or дисциплину. those strong words. Наказание или сильные слова. So it says when the spiritual master just starts flattering you or ignores you, you should know you're in big trouble. И поэтому поясняется, если духовный учитель начинает льстить вам или игнорирует вас, то это означает, что вы в большой проблеме. Yes, you're a nice devotee. Yes, he's very advanced. Yes, Prabhu. Yes, right? Да, это очень хороший преданный, да, вот он замечательный Прабху, такой That means продвинутый. false ego can't be purified. Это означает, что ложное эго не может никак уже не очистить. Not willing to take sharp words Ты не хочешь принять эти острые or слова, strong words. сильные слова. Or the spiritual master just may totally ignore you.
Либо духовный учитель может полностью игнорировать тебя. Because he'll say this person is not serious, he's incorrigible, he can't be changed. Потому что он может сказать, эта личность несерьезна, она не хочет измениться. He's not willing to be changed. Она не желает измениться. And therefore the spiritual master gives an instruction, the person doesn't take it, then that person commits offense. И если духовный учитель, потому что если духовный учитель даст наставление, а эта личность из-за отсутствия веры не будет следовать этому, она совершит оскорбление. So it says the spiritual master has two things, vanchana and kripa. Поясняется, что у духовного учителя есть две вещи: ванчана и крипа. Vanchana means cheating. Ванчана означает обман. We want to be cheated and we go to the guru and we're telling him what we're going to do, then he'll say, yes, go, yes, that's good, yes, you do. Мы приходим к духовному учителю и мы хотим обманывать, то гуру говорит, да, конечно, делай то, как надо. That's vanchana, you got cheated. Это ванчана, ты был обманут. Instead of asking, what does Krishna want, right, we're telling the guru what we're going to do. Вместо того, чтобы гуру спрашивать, что Кришна хочет, мы говорим гуру, что мы хотим. And we've already made up our mind with that. И мы уже определились в своих умах. So the guru says, okay, yes, that's all right. И гуру говорит, да, хорошо. That's vanchana. Это ванчана, Cheating. обман. We're cheating ourselves. Мы обманываем сами себя. You see? And then there's kripa, mercy. И есть также крипа, милость. We go to the spiritual master sincerely, seriously, please Gurudev, tell me what does Krishna want me to do. Мы искренне, серьезно приходим к духовному учителю и говорим, Гурудев, пожалуйста, скажите мне, что Кришна хочет, чтобы мы делали. And we'll take that instruction very serious and make those instructions our life and soul. И мы примем эти наставления очень серьезно и превратим их в свою жизнь и душу. Then we get mercy. Тогда мы получим милость. Mercy of Guru, mercy of Krishna. Милость Гуру, милость Кришны. So we always have to allow ourselves to be rectified, purified, chastised by the spiritual master. Поэтому мы должны позволить себе быть исправленными, чтобы духовный учитель всегда имел эту возможность читать нас, исправить нас. And we need it. И мы нуждаемся в этом. Otherwise, how will change? How will get В purified? противном случае, как мы изменимся, как мы очистимся. So we should be open and we should not complain or grumble when the spiritual master speaks strongly to us. Поэтому мы должны быть открытыми и не жаловаться, не ворчать, не буркать, когда духовный учитель очищает If we нас. nicely take it, И принимать это then должным we get образом. mercy. Тогда мы получим And we'll be милость. completely И purified. тогда мы будем полностью очищены. But if there's pride and arrogance and conceit and you think you already know everything, you're already nicely situated, you cannot receive mercy. Однако, если есть гордость, высокомерие, зависть, обман, и мы считаем, что мы находимся в хорошем положении, то это означает, что мы никогда не сможем очиститься от этих вещей. Then we're cheating ourselves, we get cheated. Мы тогда обманываем сами себя, и поэтому We мы don't get Guru and Krishna's mercy. обмануты. Мы не получаем милость Гуру и Кришны. Many points of that. Вот это многие моменты такие. So we must ask the spiritual master, please purify me. Поэтому мы должны просить духовного учителя, пожалуйста, очистите меня. However you have to do it, internally or externally. Как бы вы ни должны были это сделать, внутри или внешне. And if we nicely pray like that and accept it when it comes, then we'll be completely purified on the other Если side. мы должным образом молимся и полностью принимаем, когда это приходит к нам, то с другой стороны мы полностью от этого очищаемся. If we strictly follow the instructions, Если мы строго следуем наставлениям, then it will have a miraculous effect. тогда будет чудотворное воздействие. It will completely change our life. Это полностью изменит нашу жизнь. Anything else? Lana? Я хотел спросить о золотой середине, какие она имеет признаки в духовной жизни. Vladimir wants to ask about the golden middle and what type of The golden middle? golden middle. Full surrender to Krishna, that is golden. Полное предание Кришны — это золотая. Any other mixture, any other contamination, any other selfish desire, what makes it so golden? А любая примесь, любое осквернение, что тогда это, как это может тогда сделать золотым? Maybe golden like stool. Может быть, золотые испражнения. Right, the gold, yellow stool. Золото — это
Это золотые испражнения. I'm golden, huh? Я золотой. I'm in the golden middle, man. Брат, ну в золотой середине. So what is golden? What is your definition of golden? Каково твое определение золотого? Don't be upset with me, Lionel. Владлен, не нужно. Не нужно, в смысле, быть недовольным. We have to become Krishna conscious. That's what it means to be really golden, nice position. Мы должны быть в сознании Кришны, это означает быть в золотом положении. We have to be with Mahaprabhu. He's also golden. Мы должны быть с Махапрабху, он также золотой. Golden avatar. Huh? Prabhupada written golden avatar. Yes. He's the golden avatar. Шрила Прабхупада пишет, золотая аватара. So what was your question? Так, какой был твой вопрос? Какие признаки, ну, что мы находимся в What are the symptoms of our state in the golden middle? I'm still trying to figure out what is the golden middle. Я еще пытаюсь понять, что же такое золотая середина. How can I tell you what that state is unless I understand what is your golden middle that you're talking about? Как я могу тебе ответить, если я ничего не понимаю, что для тебя золотая середина? Равновесие. Maybe Krishna prayer. В Бхагавад-гите сказано, что ну как бы надо искать золотую середину. Bhagavad Gita is stated that you have to search for golden middle. Are you still searching for that golden middle? Ты все еще ищешь ее? No wonder you're not able to find it in the Bhagavad Gita. Чего что-то удивительного, что ты теперь не можешь ее найти в Бхагавад-гите. You're looking in the wrong place, you know what I mean? Ты ищешь не в том месте. What Bhagavad Gita, what translation are you reading? Какой перевод Бхагавад-гиты читаешь? It doesn't sound like as it is to me. Для меня это не звучит так, как она есть. So what are you looking for? What do you really want? К чему ты стремишься, что ты хочешь? Кришну. Alright. That's the golden middle then, right? Хорошо, это и есть тогда золотая середина Кришны. Is that what you mean? Это то, что ты имеешь в виду? Он имеет в виду, что не подать в крайности, там, если я правильно понимаю. Да, я Suggesting хотел, maybe как бы, he is speaking that not to be extreme in different sides. Krishna says, Savadam and Prityaja, completely surrender to everything, to me, come to me, fully surrender to me. Always think about me, give up everything else. What are you talking about? Кришна говорит, сарва дарман паритяджа, оставь все полностью, предайся мне. And then you'll be happy, then you'll be blissful. Тогда ты будешь счастлив, тогда ты будешь блаженным. Right?
then we'll be really happy. Тогда мы будем по-настоящему счастливы. We're trying to be happy by doing everything but that. А мы пытаемся быть счастливы, делая все, что угодно, но только не это. There's got to be some way that we can be happy without surrendering to Krishna. Должны же быть способы какие-то, как я могу быть счастлив, не предаваясь Кришне. You know, maybe a percentage. Может быть, процентно. Right? But Krishna says, as you surrender unto me, I reward you. Однако Кришна говорит, как ты предаешься мне, я тебя награждаю. So if you want 50%, then you can have 50%. Если ты хочешь 50%, ты получай 50%. Is that the golden middle to you? Это золотая середина для тебя. Okay, so if we surrender, Ответ я не получил. Did not receive an answer. did you receive an answer yet? I still don't understand your question. Я еще не могу понять твоего вопроса. How can I give you an answer if I don't understand your question? Как я могу дать тебе ответ, если не понимаю вопроса? What are you actually trying to ask? Что ты по-настоящему хочешь спросить? What are we all not getting? Что мы не получаем? Что мы недопонимаем? Don't use fancy words, golden middle, this, that. What are you actually asking? Ты сейчас не используй эти слова «золотая середина». Сейчас подумай, что ты хочешь спросить. Put it in language I can understand. Это облачи в язык, который я смогу понять. Then I'll try to answer your question. Тогда я попытаюсь ответить на твой вопрос. Может, это баланс между духовной и материальной деятельностью? Нет. Нет? Нет. Какие-нибудь фанатики? Да, вот есть фанатизм, вот, крайности. Бросаемся в крайности, как уйти от этих крайностей. Sometimes we are fanatical and going to some extremes, like to this side and that side. So how we can be balanced? How to do devotional service without being fanatical? Каким образом совершать преданное служение, не впадая, не будучи фанатичным? У нас есть крайности фанатизм и вообще расслабляемся, да? We have two extremes. On one hand we have fanatism, and on the other hand we have like relaxed mode, not stressing ourselves. Фанатизм плохо. И So getting beat by Maya, heavy lashes of Maya, that's relaxed mode? Когда нас майя бьет серьезно, это такой вот вариант расслабления, да? Huh? можно это пока закрыть. You can finish that question for now. Yeah, we'll work on that one. That's a work in progress. Ладно, мы еще над этим поработаем. У нас прогресс в работе. Наверное, хочет узнать, как научиться видеть одну крайность и другую крайность, и как их избежать, так? В чем это состоит крайность? Ну вот, как увидеть, ты фанатик или ты наоборот, и как избежать? One extreme being fanatical, another extreme being in relaxed mode, and how to avoid these different extremes. We're not talking about mental extremes, we're talking about the activity of the soul. Мы не говорим о ментальных, экстремальных вещах. Мы говорим о деятельности на уровне души. This natural function of the soul is to fully surrender to Krishna. Это естественная деятельность на души, предаться Кришне.
So we don't want to be on the mental platform where there are so many extremes. Мы не хотим находиться на ментальном уровне, где так много экстремальных вещей, We want to be крайностей. much more real, much more deep. Мы хотим быть реальными, более глубокими. That's superior. Вот это выше. We talk about middle, golden middle. This is all mental platform. Когда мы начинаем говорить о золотых серединах, это называется умственная платформа. Trying to find some middle ground on the platform of the mind. Мы просто пытаемся найти какое-то серединное состояние на уровне ума. But we want to move beyond the mind. Однако мы хотим превзойти ум. We want to go to the soul. Мы хотим прийти к душе. Then there's no question of fanaticism. Там нет речи о фанатизме. It's a genuine realization on the platform of the soul. Это реальная реализация на уровне души. All right, so we're not interested with this mental platform. Мы не заинтересованы в этом умственном уровне. We want it to be real, Мы хотим, чтобы это было not just настоящим, mental реальным. adjustments Не просто какие-то серии ментальных приспособлений. on this spectrum of, that you described. В That's all этом mental спектре, platform. которым ты описываешь, это все ментальный уровень. All right? Yeah. А как это вообще может проливать, то есть давать милость истинный духовный учитель, то есть чистый преданный? То есть не может ли он давать милость тем, кто не хочет ее получить? How can spiritual master, pure devotee, show mercy on others, and how can he show his mercy on somebody who doesn't want to receive the mercy? He keeps trying. Он пытается, продолжает пытаться. Krishna and Guru and Krishna always keep trying. Гуру и Кришна постоянно продолжают пытаться. But finally we do have to receive it. Но в конечном итоге мы должны We получить have это. to take it. We have to be fortunate enough to take advantage of Мы it. должны быть достаточно удачными, чтобы воспользоваться этим и принять это. Because Krishna says, if you want to forget me, I'll also make you forget me. Кришна говорит, если ты хочешь забыть меня, то тогда я тоже помогу тебе забыть себя. Yes, Можно спросить, вот когда у человека проблемы в сердце, и он эти проблемы как бы не может никому рассказать, он их в себе держит, то что делать? May I ask if somebody has some problems in his or her heart, and then he cannot speak about these problems to someone else, what to do in this circumstance? You must speak to somebody that you trust. Ты должна рассказать о них тому, кому ты доверяешь. Spiritual master or some senior Vaishnava that you have faith that that person can actually help you. Либо духовному учителю, либо старшему преданному, в котором у тебя есть вера, что он по-настоящему сможет помочь тебе. And it must be confidential. И это должно быть конфиденциально. Right? So you pray to Krishna and Guru Krishna to give you that chance, that opportunity to be able to nicely reveal these things that are in your heart. И поэтому ты молись искренне Гуру и Кришне, чтобы он дал тебе возможность должным образом явить все то, что у тебя в Then сердце. you can get free from it И тогда ты сможешь избавиться от этого. and get clear understanding of how to deal with it. И получить ясное понимание, как выстраивать с этим отношения. Okay? Yes. Я просто сам над собой сижу, смеюсь, просто мне интересно. С таким настроением, да? И просто вот по милости сама его святейшества просто раскрывает такие интересные моменты, что как бы пытаюсь понять, что, допустим, вопрос можно задать с гордости, да, там, еще каких-то вещей, а ум не хочет задавать, он брыкается, сопротивляется, потому что понимаешь, что духовный учитель, он реально видит, что у тебя внутри происходит сознание. И вот когда я сюда пришел, у меня было одно настроение, просто я поднял руку, потом ум говорит, да что-то там давай метаться, другой вопрос хотел задать. И просто я сейчас реально понимаю, что я хочу сломать свое ложное эго, чтобы вы мне помогли это сделать.
The question was he was asking about when you're asking question, you can ask the same question in different mood, in different mentality. Like sometimes you can ask question out of arrogance or prideness, and sometimes you can ask in a different way. For example, I wanted to ask one thing, but then I felt that I actually don't want to ask this. I want to ask in a different way, like some my consciousness changed since I came here on the class. So I just really want to ask you to break down my false ego, false pride. The katha, krishna-katha, will automatically break down your false ego. Krishna-katha автоматически сломает твое ложное эго. Because this reality will make us see, the illusion. Потому что эта реальность Кришна-катхи естественным образом сломает иллюзию. So when you hear Krishna-katha, you do sadhu sangha and hear Krishna-katha, it's like a big floodlight. И когда ты в саду-санге слушаешь Кришна-катху, это сравнивается с большим солнечным светом, прожектором. On your heart, on your consciousness. На твое сердце, на твое сознание. On your mind. На твой ум. Everything comes right to the surface. Все начинает выходить на поверхность. If you nicely hear. Если ты должным образом слушаешь. And then you can see everything clearly. И ты можешь очень ясно все видеть. Then we can understand where we're really at, what we need to do. И тогда мы начинаем понимать, где мы находимся и что мы должны сделать. How we should pray. Как мы должны молиться. What are our impediments and obstacles? Каковы наши препятствия? Everything will be revealed. Все будет явлено. If we just keep hearing. Если мы будем просто продолжать слушать. Alright? Хорошо? Okay. Anything else? Есть еще что-то? Гагриш? Гриша? Я, конечно, боюсь, что тоже так не очень сформулировал свою мысль. В первом стихе «Нектар наставлений» там говорится, что тот, кто обуздал свой ум, победил побуждение языка, желтый элементарий, может принимать учеников по всему миру. И там или это или там действительно не упомянуто, что тот, кто предался Кришне, тот может это все победить. То есть это вопрос еще по лекции, по концовке лекции. Можно как-то связать. С полным преданием Кришне. Да, и просто это не так прямо даже лично для меня, просто в Исконе очень часто именно на этот стих опираются, когда говорят о квалификации гуру. Чтобы можно было, если что, с ними участвовать, они начнут создавать опору на этот стих. Actually, when there is a discussion in regards to the qualification of spiritual master, it's oftentimes quoted that first verse from Nectar of Instruction, what you have begun. So the question was, at the end of this shloka, it is stated that one who is able to do this, he can accept the disciples all over the world. So in one sense, we cannot see the description of full surrender. So maybe you can explain this thing to me, especially if I'm sometimes meeting those people who are quoting this verse as a qualification to substantiate the qualification of spiritual master. Well, in some places, Prabhupada says the symptom of one who is Krishna conscious is that he just speaks about, practices and speaks about pure devotional service. В некоторых местах Шрила Прабхупада объясняет, что квалификация истинного духовного учителя такова, что он практикует и говорит всегда только о чистом преданном служении. Not interested does not speak about anything else. Он не заинтересован ни в чем другом и не говорит ни о чем другом. That's a good indicator. Это очень хороший индикатор. And then how that person, what qualities that person is manifesting, how he treats people, how he speaks. Какие качества эта личность проявляет, каким образом он относится к другим, как он говорит. What is his activities, his actions. Какова его деятельность, каковы его поступки. So some indicator we can have there.
Поэтому мы можем иметь так или иначе какой-то индикатор. But to really understand a person's motivation and consciousness and surrender to Krishna, that requires mercy from Krishna and that Vaishnava. Однако в действительности понять сознание личности, его мотив и квалификацию для этого нам необходима милость Кришны и этого Вайшнава. Because how can you measure it? Потому что как ты сможешь How can you измерить see это? it? How can you perceive it if you use materialistic mind and senses? Как ты сможешь увидеть это или воспринять это, если ты используешь свой материалистичный ум и чувства? How can your materialistic mind and senses measure pure devotees' surrender to Krishna? Каким образом материалистичный ум сможет измерить, насколько другой предался Кришне? Or their faith in Krishna? Или какова их вера в Кришну? Or their motivation? Или их мотивы? How can you measure that? Как ты можешь измерить это? So it's a question of revelation, Поэтому это вопрос откровения. mercy of Krishna, Guru and Krishna, Милость Гуру и Кришны. ultimately. В конечном итоге. Because it says someone may have good qualities, they may act in a particular way, but they may not necessarily be Krishna conscious. Поясняется, что личность может действовать хорошим образом, иметь хорошие качества, но это вовсе не обязательно, что она сознающая Кришну. And someone else may not necessarily manifest those secondary symptoms, but they may actually have unflinching faith and be surrendered to Krishna. Однако другая личность, она может не проявлять второстепенные качества, но в то же самое время она может быть полностью предавшейся Кришне душой. So to understand anything about transcendence requires mercy from Krishna and Vaishnava. Поэтому для того, чтобы что-то понять о трансцендентном, для этого требуется милость Кришны и Вайшнава. But there are certain symptoms and qualities and activities that you can, according to Guru Sadhana Shastra, that you can also see to some point, to some degree. Однако существуют определенные качества и признаки личности, что до какой-то степени мы можем их увидеть, которые описываются в священных писаниях. Hallelujah. In morning time also, one Prabhu is asking about pure devotee nature. And this Prabhu is asking about, because he is asking about nectar of instruction, Vachavega, Krodhavega. Gurudeva told that two symptoms. One is chief symptoms and another is secondary symptoms. But chief symptom is Krishna-katha Saranagati. He always surrendered to Krishna. But outwardly we may see he may be anger, he has something, but we cannot recognize Vaishnava by this person. Chief symptom is he is always surrendered to Krishna. And those others are secondary symptoms. Other are secondary. By secondary symptom we cannot know. Шрила Горганда Swami Maharaj объясняет этот момент таким образом. Вот тоже был разговор о чисто преданных сегодня утром, что он объясняет, существует основной признак чистого преданного, существует второстепенный. Основной признак — это его предание Кришне, это самый основной. Но мы этот основной признак не можем видеть, не можем воспринять. А все остальные, они уже второстепенные, по ним нельзя судить в полной мере. So it's difficult to understand just by looking at secondary symptoms. Поэтому это очень сложно понять, рассматривая второстепенные признаки. They can give you some indication. Они могут дать вам какое-то указание, какой-то The great намек. mystic yogis, they're also controlling mind and senses. Великие йоги, мистики, они также контролируют свой ум, чувства. But they're not necessarily Krishna conscious. Однако совсем не обязательно, что они в сознании So Кришны. the primary principal characteristic is that one is completely surrendered to Krishna. Поэтому прямая характеристика основная — это то, что эта личность полностью предалась Кришне. So one who very strictly follows the instructions of his spiritual master, that is a symptom of surrender to Krishna. Та личность, которая строго следует наставлениям своего духовного учителя, это признак, по которому мы можем судить, что она предалась Кришне. So you see one who strictly follows the instructions of the acharya, previous acharya, as it is. Поэтому, если ты видишь, что личность следует строго наставлениям предыдущего ачарьи, так как они были даны, получены, That is a symptom of surrender. это признак предания. That can be also seen. И это тоже можно увидеть. If somebody not following what the previous acharya is saying, then he's obviously not surrendered to Guru or Krishna. Если кто-то не следует строго предыдущему ачарью, то это также означает, что он не предался Гуру Кришне. If they're not speaking what the previous acharya spoke, then they're also not surrendered to Guru Krishna. Если они не говорят то, что предыдущий ачарья говорил, то это также другой из признаков, что они не предались Гуру Кришне. Почему тогда
Ну, вот это утверждение, что эта личность может принимать учеников по всему миру, где, ну, как бы, опирает именно на второстепенную преданность. Почему? Вот именно вот это вопрос. Then why this statement? Then why this statement in this verse, like he can accept the disciples all over the world based on the secondary symptoms? It's not just, like I said, you could have all of those and not be Krishna conscious. The point is that one who's Krishna conscious, he automatically is properly controlled. So it implies that he's Krishna conscious and he's therefore under control and discipline, and therefore he's able to be responsible as spiritual master. Суть в том, что личность, находящаяся в сознании Кришны, предполагается уже автоматически контролирует все эти побуждения, и поэтому она способна принимать учеников повсюду в мире. It's implied that he's Krishna conscious, therefore he's acting properly. Это понимается уже, что она находится в сознании Кришны, поэтому она действует правильным образом. Это безусловно, но может быть такое, что личность будет проявлять эти второстепенные признаки, не предавшись. Ну, то есть внешне, для условной личности, да, вот, он может проявлять эти признаки. Но никто ведь не может, как бы выше не видно, никто не может к нему сердце заглянуть и что тогда. He's asking, is it possible that somebody manifesting those symptoms that are mentioned in this particular verse, but at the same time he is not qualified to accept the disciples all over the world, but still in this verse it mentions one who is manifesting these qualities, he is able to accept the disciples all over the world. One who's Krishna conscious and manifesting those qualities, he can be guru. Та личность, которая находится в сознании Кришны и проявляет эти качества, она может быть гуру. And one who may externally be controlling these things without being Krishna conscious, without being surrendered to Krishna, he cannot be guru, he cannot be in Krishna's parampara. Однако личность, которая внешне проявляет эти качества, но не находится в сознании Кришны, она не может быть гуру в парампаре. Both required. Поэтому и то, и другое требуется. So any mystic yogi can say, well, I'm controlling my mind and my senses, so that means I can be a guru all over the world. Любой йог-мистик может сказать, я могу контролировать свой ум и чувства, это означает, что я могу быть гуру для всего мира. Ну, они говорят, я ученик Прабхупады, я в парампаре, и вот как я под этот свет попадаю, в чем проблема? But they are saying like that I am the disciple of Srila Prabhupada in Parampara, I am manifesting these qualities, so what are the problems? I asked Srila Govinda Maharaj, I said, Maharaj, is it that anyone who is a disciple of the spiritual master in Parampara, automatically he is Parampara? Я задал этот прямой вопрос Шриле Горганде Свами Мараджу. Я спросил у него, Марадж, означает ли это, что любой ученик истинного духовного учителя автоматически является парампарой? And he said, no. И он сказал, нет. One who is Nitya Siddha, one who is Siddha. Тот, кто является Нитья Сиддхой, тот, кто является Сидой, совершенным. Not just that just because you're a disciple, automatically you're Parampara. Не то, что ты ученик, автоматически ты уже You must парампара. be authorized and empowered and ordered by the previous acharya in Parampara. Ты должен быть уполномочен и получить прямые наставления от представителя парампары. Then you're in Parampara. Тогда ты в парампаре. He told me about Vachavega, Krodavega, Manajivavadara, Pastavega, Etanvega. Just like if you control Krodavega, then you become Guru. Just like Gaur Kisadasaji Maharaj. If someone is paying obeisance to him, he always told him, you will be finished. Outwardly, he may be very great anger. How can you know? Because one who controls... Narada Muni, he chastises Manigriva and Nalakupera, right? Yeah, how can you know? The chief symptom is if one is a Guru, he fully surrender. Just as the Bhakti Bhagavata Kincha, all the good quality already. All he observe all good quality.
So how do you It's difficult to understand it because if sadhu guru becomes angry, it may look like, well, he looks angry. How can he be a guru? just like God Vishnu Maharaj? То есть вот Хлада здесь Прабху добавляет, что, например, смотрите, Горги Шардас Бабаджи Махарадж, когда к нему кто-то приходил и кланялся, он говорит, он гневался на него и говорил, что ты просто-напросто теряешь хорошие качества. Или, например, Гурудев приводит это пример Нарада Муни, который проклял налог Куверу Манигриву. То есть она тоже в гневе, и поэтому можем сказать, что они не контролируют свой гнев. Поэтому говорится, что тот, кто контролирует свой гнев, откуда ты знаешь, он контролирует или не контролирует свой гнев? Внешне мы не можем это сказать в момент. So it's difficult to be able to see. It says even if you're a great pundit, it's very difficult to recognize and understand the activities and behavior of a Vaishnava. Поэтому поясняется, что даже если ты являешься великим пандитом, это очень сложно понять и осознать деяния преданного, чистого преданного. So unless you receive mercy from that Vaishnava and mercy of Krishna, you cannot understand him, you cannot recognize До him. тех пор, пока ты не получишь милость Кришны и этого Вайшнава, ты не сможешь понять его, ты не сможешь узнать его. Okay? For now? Сейчас этого. What? Что? Еще один вопрос. Другой, маленький, чисто технический. Начало лекции. Можно? Ну, говори. Ну, когда речь шла о том, как готовить для Кришны, возник вопрос, как мы можем знать, сколько там посолить, какие специи положить, если мы не знаем, и стоит ли с этим вопросом благодарю или помочь, то есть как мы узнаем, такой маленький технический момент. He just wanted to ask practically, like he was explaining that sometimes we can put salt and spices exactly as we like. So how we can realistically know how we should do this for Krishna's pleasure, how we could know what Krishna really wants when we're cooking or preparing. It's a question of our sincerity and our consciousness and how much we're praying to try to be sincere in that service. Это вопрос серьезности, искренности и насколько мы по-настоящему хотим удовлетворить Кришну. So we have to see what are we thinking about while we're doing this. Мы поэтому должны замечать, о чем мы думаем в то время, как мы делаем это. Are we really seriously thinking that I want to just make a nice offering for Krishna? Мы по-настоящему думаем, что я хочу приготовить, сделать замечательное подношение для Кришны. Or am I just thinking, this is what I feel like eating tonight? Или я думаю, что это то, что мне хотелось бы сегодня покушать. And this is how I like it cooked. И поэтому я таким же образом готовлю. You have to see, what are you thinking? Ты должен обратить внимание на то, о чем ты думаешь. Where's your consciousness? What is your motivation? Где находится твое сознание, где находятся твои What are you мотивы. thinking about? О чем ты думаешь. That has to be understood. Это должно быть понято. That has to be practiced, cultivated. Это необходимо практиковать, культивировать. And we have to be honest, И мы должны быть честными, introspective. интроспективными. And Krishna will also show us and teach us. И Кришна также покажет нам, Он обучит нас. Okay. Хорошо? Okay. I think we should end there because we got to get ready for 10 more hours of krishna-katha tomorrow. Я думаю, что мы должны закончить сейчас, потому что мы должны подготовиться к 10-часовой Кришна-катхе завтра. This is going to be great. О, брат, это будет здорово. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Govinda Swami Suguru Dev.